Друзья, сегодня у нас в гостях самый ближайший родственник Homo sapiens'ов на планете Земля. Встречайте, шимпанзе, род обезьян и семейство гоминидов. В семейство входит два вида: вид обыкновенных обезьян и вид карликовых обезьян. Бонобо. Обезьяны интересны тем, что могут проявлять схожие с человеческими эмоции. Они, как и человек, могут любоваться окружающим миром, могут сострадать, а также могут проявлять агрессию, охотясь на слабых ради забавы или на своих сородичей. В результате ДНК-исследований было установлено, что люди и шимпанзе являются близкими родственниками. При этом шимпанзе и люди разделились около 6 миллионов лет назад, а разделение с другими гоминидами произошло намного раньше. Совпадения на генетическом уровне составляют порядка 98%. У шимпанзе существует столько же групп крови, как и у человека, поэтому кровь шимпанзе можно переливать людям. Еще в начале 20 века был проведен успешный опыт по переливанию человеческой крови шимпанзе, а позже в 30-е годы кровь шимпанзе также успешно была перелита человеку. И сегодня можно окончательно утверждать, что современные популяции шимпанзе находятся в каменном веке по уровню развития культуры и общему поведению. У этих приматов существует понимание красоты, юмора и даже есть религиозное поведение. Они уже активно пользуются примитивными орудиями труда, а после обучения человеком могут использовать огонь для готовки еды. Эволюция шимпанзе шла и идет параллельно с нами. За 5-7 миллионов лет, время нашего расхождения по разным эволюционным веткам, они претерпели серьезные изменения. Всему виной условия, в которых оказались наши герои. Вспомним наш человеческий путь. Давным-давно, когда трава была зеленее, а деревья выше, влажные леса начали сменяться саваннами и пустынями. Предкам людей приходилось выбирать между вымиранием и адаптацией. Так вот, современные шимпанзе поставлены перед той же дилеммой. Обезьяны вынуждены постепенно адаптироваться к равнинным условиям. Но вот беда: в саванне еда и вода на вес золота. Поэтому шимпанзе приходится работать не только руками, но и головой. А теперь советую присесть. Следующие слова перевернут ваше представление о животных в целом и о шимпанзе в частности. Началось все в 2005 году. Ученые обнаружили обезьян с копьями. Прутики для термитов и камни-молотки ученых уже нисколько не удивляли. Этим наши товарищи пользуются уже несколько тысяч лет. Однако среди камушков и прутиков исследователи нашли нечто похожее на копье. Длина палки-убивалки не превышала 60 сантиметров. Чтобы изготовить такое сверхорудие, примат отламывал ветку, очищал ее и заострял наконечник зубами. Такие копья находили большими кучками рядом с деревьями. Животные использовали эти инструменты для охоты. Более того, в этих популяциях самки не только изготавливали орудия труда, но и учили этому своих детей, передавая знания последующим поколениям. Чувство красоты у шимпанзе также присутствует, как и у сапиенсов. Группа шимпанзе из Замбии придумала странную привычку приставлять соломинки к ушам. Пока что это единственная популяция с такой странной особенностью. Сначала считалось, что это просто случайное поведение, но затем за Джули, так зовут главную модницу, начали повторять остальные ее друзья. Скептики воспринимали это поведение шимпанзе как подражание. Однако после смерти Джули мода к сережкам не пропала. Обезьяны одевали их на уши при любом удобном случае, а если соломинка ломалась, то заменяли ее новой. Впервые вид шимпанзе описали в 1799 году. Это был немецкий антрополог Иоганн Блуменсбах. Несмотря на то, что этот вид был известен еще с давних времен, как отдельный вид шимпанзе, были представлены несколько позже Эрнстом Шварцем, только в 1929 году. А в 1960 году Джейн Гудал осуществила настоящий прорыв в научной среде, так как на протяжении многих лет она практиковала изучение характера поведения и способа жизни непосредственно в природной среде. Ей пришлось преодолевать недоверчивость шимпанзе, пока они не привыкли к человеку.
человеку. В результате ей удалось получить уникальные результаты своих наблюдений, которые оказались беспрецедентными для естественной среды. Шимпанзе встречаются на обширных просторах африканского континента, за исключением северных и южных регионов. Все тело шимпанзе покрыто темно-коричневой шерстью, за исключением пальцев лица и копчика. Половозрелые шимпанзе отличаются тем, что у них меняется цвет кожи, становясь практически черным, а до этого был розовым. Половой диморфизм выражается разницей в размерах. Самцы вырастают до 1,50 м, самки до 1,20 м, вес от 50 до 80 килограммов. Первое, что бросается в глаза, это мощные челюсти шимпанзе, которые заметно выдвинуты вперед, а также наличие мощных клыков. Мышцы лица развиты прекрасно, поэтому шимпанзе при общении активно пользуются мимикой лица, включая жесты. И несмотря на то, что они уступают по своим размерам людям, у них значительно лучше развита мускулатура, поэтому шимпанзе сильнее человека. Сообщали, что самец шимпанзе, весящий 54 килограмма, выжил на динамометре 330 килограммов. Разгневанная самка выжила обеими руками 504 килограмма. Для сравнения, сотни исследованных студентов, только один, обладавших атлетическим телосложением, сумел обеими руками выжать на динамометре 200 килограммов. Шимпанзе, как и люди, всеядны. В рационе их питания присутствует растительная, так и животная пища. Например, шимпанзе регулярно охотятся на небольших животных, которых с удовольствием поедают. Типичная добыча шимпанзе в Уганде – обезьянки, гверецы, мангабеи и другие. Охотятся шимпанзе организованной группой, в которых одни самцы загоняют добычу, а другие подстерегают в засаде. Однако шимпанзе неоднократно были замечены и за каннибализмом. Причем, что самое ужасное, могут поедать детенышей своих соплеменников. Зафиксировано более 40 подобных случаев. Недавно ученые наблюдали, как самец шимпанзе отобрал у самки и съел только что родившегося детеныша. Но шимпанзе могут поедать и взрослых обезьян. Описан случай, когда группа обезьян убила и частично съела своего бывшего вожака. В арсенале шимпанзе достаточно многочисленный набор звуков, но это совсем не означает, что шимпанзе можно обучить человеческой речи. Но зато можно без проблем научить базовым языковым жестам. Первая обезьяна, заговорившая на языке глухонемых, шимпанзе Уошо, с которой во второй половине 60-х годов 20 века работали американские психологи Аллен и Беатриса Гарднеры. За 3 года Уошо выучила 85 слов, а через 5 лет с начала обучения знала уже 160. К 1972 году в Оклахомском институте изучения приматов порядка 10 шимпанзе были обучены языку жестов. Шимпанзе предпочитают обитать в составе немногочисленных групп, состоящих из 3 десятков особей. Каждой такой группой управляет один вожак, который следит за порядком в группе, за соблюдением правил поведения, за тем, чтобы не было конфликтов. Вожака группы можно определить визуально по его поведению, а также по тому, как он пытается казаться больше всех, увеличивая в объеме свою шерсть. Остальные члены группы всячески стараются угодить своему вожаку. В отличие от горилл, вожаки групп, которые отличаются силой, во главе группы шимпанзе может оказаться самая хитрая, но не самая сильная особь. Кроме своего личного влияния на членов группы, у вожака имеются свои приближенные, которые, по примеру вожака, держат в страхе всех членов группы. Именно поэтому можно говорить о том, что уровень отношений внутри группы шимпанзе намного выше по отношению к другим видам животных. Ученые до сих пор спорят на тему того, какие виды обезьян наиболее разумные, но они сходятся во мнении о том, что шимпанзе стоят намного ближе к созданию протообщества. Если вожак слишком старый или он получил серьезную травму, то его место тут же занимает следующий самец, который оказался наиболее хитрым. У самок также имеется своя иерархия. Зачастую именно самки выбирают вожака своей группы, а они же могут его заменить, если им что-то не нравится. В иерархии самок наблюдается такая особенность, что их доминирующее положение передается по наследству. Много раз наблюдались агрессивные стычки между сообществами шимпанзе, не поделившими территорию. Джейн Гудал, впервые зафиксировавшая вражду шимпанзе, назвала такие столкновения предшественниками войн. Группа шимпанзе организованно вторгается на вражескую территорию. При этом встретившихся обезьян
обезьян могут жестоко покалечить или даже убить. Описано 58 случаев убийства у шимпанзе. Чаще всего убивают взрослых самцов. Убийства членов своей группы редки, но все же случаются. Считается, что наиболее агрессивный шимпанзе в Восточной Африке. Размножаются шимпанзе тогда, когда пожелают, поэтому никакой сезонной привязки к данному процессу у них не существует. После этого она вынашивает свое будущее потомство на протяжении 7,5 месяцев. Как правило, на свет появляется один детеныш, абсолютно беспомощный и покрытый редкой шерстью. Питание в виде грудного молока детеныши получают на протяжении 3 лет. После 3 лет жизни детеныши на протяжении нескольких лет живут вместе с матерями, которые их постоянно поддерживают и заботятся о них. Где-то к 8-10 годам жизни шимпанзе становятся половозрелыми особями. Считается, что продолжительность жизни шимпанзе составляет около 50 лет. Одна из самых старых шимпанзе, Чита, снявшаяся в фильме про Тарзана, прожила не менее 71 года. Поскольку шимпанзе живут в основном на деревьях, их основным естественным врагом являются африканские котики, в частности леопарды. Однако шимпанзе добыча не из легких, потому что обороняются они сообща. Обыкновенные карликовые шимпанзе занесены в Международную Красную книгу под статусом находящиеся под угрозой исчезновения. Несмотря на этот факт, шимпанзе без проблем размножаются в неволе. А как вы думаете, возможно ли планета обезьян, когда шимпанзе начнут догонять сапиенсов в развитии? Пишите в комментариях. Для тех, кто долгое время с нами и кто хочет поддержать развитие канала, может перейти на платформы Boosty и Patreon по ссылкам в описании. Там видео будут появляться раньше и без рекламы, а возможно и видео, которых не будет на платформе YouTube. Надеемся, что вы цените наш труд. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого вы бы животного хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!